Всем привет! С вами неумирающий Tough Project. Несмотря на все козни ютуба, наша воля и задалбывание техподдержки оказалась сильнее, так что видео вновь отображаются в подписках и уведомления приходят исправно. Теперь без лишних колебаний и прелюдий отправляемся смотреть новости за время, пока нас не было. Хорошие новости для фанатов безработного. Судя по всему, вторая половина сериала Mushoku Tensei действительно стартует в июле. На офф-сайте появилась информация, что диски с ней поступят в продажу уже осенью, а вот официально об этом все никак не объявят. Вышел свежий трейлер к полнометражному аниме Eiga Daisuki Ponpo-san. Премьера назначена на 4 июня 2021. Изначально же его планировали выпустить в 2020. Сюжет поведает о трудностях кинопроизводства и жизни молодой гениальной девчушки по кличке Помпа, которая просто обожает продюсировать фильмы. Студия Gainax потеряла авторские права на аниме Gurren Lagann, и они ушли к Хироюки Имаиши и Накашиме Казуки, авторам оригинального аниме, а также Kill la Kill. К слову, сейчас эти самые господа трудятся над аниме по Cyberpunk 2077 на студии Trigger для Netflix. Премьера его состоится в 2022. Аниме-сериал Доктор Стоун официально продлили на 3-й сезон. Информация с соответствующим тизером появилась в сети, что неудивительно на фоне хороших показателей 2-го сезона. Дата выхода пока неизвестна. По манге Urban Legend Horror выйдет аниме. Манга «Ужас городских легенд» посвящена загадочному черному грузовику-мусорщику, который появляется из ниоткуда. Однако, вместо того, чтобы собирать мусор или выброшенную технику для утилизации, он собирает бесполезных людей. В манге рассказываются разные истории о таких людях и их встречах с грузовиком. Дата выхода и прочие подробности пока неизвестны. По манге Акеби-chan no Sailor Fuku анонсировано аниме. Акеби Комити живет в деревне со своей семьей. Она поступила в престижную среднюю школу для девочек, Академию Рабай, и теперь у нее только два желания – носить школьную форму и иметь 100 друзей. Дату выхода и подробности обещают позже. Анонсирован оригинальный аниме-сериал Do It Yourself от студии Pine Jam. История развернется вокруг школьного кружка юных мастеров на все руки. Подробности обещают позже. Вышел тизер с анонсом продолжения аниме Go Tobu no Hanayomi. К сожалению, формат, дата премьеры и студия пока неизвестны. Sony и режиссер Джона Уика Чад Стахелски снимут фильм по мотивам игры Ghost of Tsushima. Sony и PlayStation Production пока что не раскрывают подробности о фильме, и насколько близко он будет следовать сюжету оригинала, неизвестно. В сети появился трейлер к сериалу по манге The Dungeon of Black Company. Забавная история о ленивом, но невероятно даровитом бизнесмене, что сделал все, дабы к 24 жить в роскошном пентхаусе и никогда больше не работать. Но все его планы пошли прахом, когда бедолага угодил в исэкай, порабощенный гигантской корпорацией, где он в буквальном смысле стал ее рабом. Премьера в июле. Производством аниме занимается студия Silverlink. Студия Dina и Bandai Namco Arts работают над новым оригинальным сериалом и игрой под названием Tacto-P. Поведает он о девах, что сражаются при помощи силы музыки. За дизайн персонажа отвечает интернет-художник под псевдонимом Lam. Премьера состоится уже в этом году. По Jujutsu Kaisen анонсирован полнометражный фильм. В основу его ляжет нулевой том манги. Сам том выступает приквелом основной манги и рассказывает историю о Коци Юты, паренька, который был проклят духом своей первой любви и теперь старается обуздать проклятие, дабы спасать с его помощью людей. Премьера запланирована на конец года. Только завершился показ 2-го сезона, как на 2022 год анонсировали полнометражку по Юру Кэмп, но пока только тизер постером. Будем ждать подробностей. Вышел тизер-трейлер к аниме-адаптации Ранобэ Кендзя no Deshi wa Nanoru Кендзя. Сказка о незадачливом пареньке, что днями напролет зависал в хайповой VR-ММО Arceus Online, где стал одним из величайших саммонеров. Но как-то раз ему приспичило прикупить новый скин, облачив умудренного опытом магом симпатичной лолькой. А проснувшись на следующий день, он осознал, что заперт в игре, где за время его трансформации минуло целых 30 лет. Так он и начал свой путь, назвавшись ученицей мудреца. За производство отвечает студия A-Cat. Премьера запланирована в нынешнем году. Появился тизер к новому фильму по вселенной «Судьба. Девочка-волшебница Илья», который получил подзаголовок «Лич. Безымянная дева». Снимает фильм студия Silverlink. Выйдет картина уже этим летом. Стала известна дата премьеры полнометражного фильма Sword Art Online Progressive. Состоится он осенью этого года. Картина получила подзаголовок «Ария в беззвездной ночи», а также обзавелась новым трейлером. Во время аниме Japan 2021 Netflix сообщили, что планируют выпустить в этом году около 40 оригинальных аниме, одним из которых станет аниме-сериал по комиксу Берсеркер, где Киану Ривз в роли полубога будет раскидывать негодяев в различных войнах.
Также именно Ривз исполнит главную роль в одноименном фильме и озвучит героя в аниме. Берсеркер – бессмертный сын бога войны, участвовавший во всех войнах за последние 80 тысяч лет. Но он не просто мясник. Наличие сверхпамять, позволяющая, например, говорить на десятках языков, и отменное чувство юмора, отточенное за годы надирания задниц всех цветов и размеров. Вышел свежий трейлер к фильму Сайдер но Йони Котобага ва Киагару от Дай Сата, премьера которого состоится 22 июля 2021. Сказка о популярной японской блогерше, что прячет лицо под маской, и юном поэте, который ограждается от мира наушниками. Но мальчик встречает девочку, и красивые слова вкупе с музыкой соединяют два мира в один. Изначально премьеру обещали 15 мая 2020, но перенесли из-за ковида. По манге Ванитас но Карте от автора Сердца Пандоры анонсировано аниме. Поведает оно о загадочной книге Ванитаса, вампира, который ненавидел свой род и писал проклятый гримуар в надежде ему отомстить. Вернее, история не совсем о книге, а о пареньке, что спустя сотни лет искал ее и попал к загадочному доктору, что носит тоже имя Ванитас. Премьера состоится в июле. Производством занимается студия Bones. Еще до окончания показа второго сезона было анонсировано продолжение аниме World Trigger. Показ намечен на осенний сезон. Производством продолжит заниматься студия Toei Animation. На прошедшей Anime Japan был анонсирован некий проект в честь десятилетия аниме Анахана. Подробности обещают сообщить 28 августа. Напомним, что «Невиданный цветок» является первой из трилогии работ сценариста Мари Акады о городе Чичибу в префектуре Сайтама. Остальные две истории «Сердцу хочется кричать» и «Познавшим синеву небес» вышли в формате полнометражного фильма. Вышел тизер с анонсом полнометражного фильма по Black Clover. Оригинальное аниме недавно завершилось на 170-й серии, и фильм станет его сюжетным продолжением. Дата премьеры пока неизвестна. Никто такого даже предположить не мог, но анонсировано продолжение финального сезона Shingeki no Kyojin, которое стартует в следующем зимнем сезоне. Соответствующий тизер с анонсом появился после выхода 16-й серии последнего сезона. Станет ли новый сезон по-настоящему финальным, или нас ждет еще и полнометражный фильм под конец, узнаем еще не скоро. Вышел тизер к ремейку олдового сериала Moto King The Dancing Hero. В основу ляжет история мечтательного парнишки, который носится по городу, списанному с Сан-Франциско, и помогает пришельцу, помощнику шерифа, отлавливать инопланетных уголовников, превращаясь в Мут Кинга. Оригинальный сериал транслировался в 80-х и успел набить 56 эпизодов. Премьера состоится осенью этого года. За производство отвечают Tatsunoko Production и Tezuka Productions. Мало того, что в июле нас ждет второй сезон Кабаяши-сан Чино Maid Dragon от Kyoto Animation, так теперь выяснилось, что вместе с сериалом будет выходить еще и короткометражки. Выкладывать их будут еженедельно на официальном канале KyoAni. Первая появится там 4 июля, а посему вполне вероятно, что в тот же день стартует и второй сезон. На студии Go Hands заявили, что сериал по мотивам манги Tokyo Babylon от Clamp теперь вообще не выйдет в этом году. Ранее проект обвинили в плагиате костюма Ери из кей-поп группы Red Velvet. Теперь же обвинений прибавилось, и его отправили на полную переработку. Сама манга состоит из 18 глав, повествуя о юных главах двух сильнейших кланов медиумов Японии. Реалии перенесут в современность, наделив оригинальным сюжетом, где из-за экономической сумятицы улицы страны наводили грязные деньги, взывая к скверне и потусторонним силам, с которыми и будут бороться отпрыски тех самых кланов. Как многие уже могли заметить, финальная серия Wonder Egg Priority закончилась буквально ничем, напомнив тем самым историю с оригинальным Евангелионом. Как оказалось, эпизод не успели довести до ума и решили показать не полностью. Полной версии придется ждать до 29 июня, где она выйдет как спешл. В октябре выйдет некий новый проект от Нариасу Агемацу, A1 Pictures и Aniplex Project под названием Visual Prison. Одинокий сирота Анж Юки направляется в Харадзюку, чтобы увидеть своего любимого артиста. Там происходит напряженная музыкальная битва между группами Eclipse и Lost Eden. Их энергичное выступление покоряет парня. Но чего он не знает, так это то, что на сцене блистают вампиры. По манге Мавару Penguin Drum анонсирован полнометражный фильм в честь 10-й годовщины сериала. Сама картина станет рекапом, но со множеством дополнительных сцен и улучшенным музыкальным сопровождением. А дабы поддержать качество дополнений, 8 апреля откроют еще и сбор средств на это дело. Вышел трейлер к полнометражному аниме Shikano Оу. Душещипательная история отца и ребенка, где плененный офицер спасает из пасти волков годовалую девочку, да скрывается от преследования, стараясь вырастить дитя среди непролазных лесов и свор беспощадных хищников. Премьера картины состоится 9 октября. Производством занимается Production AG.
Паранобэ Liar Liar анонсировано аниме. Расскажет оно об островной академии 7 звезд, где балом правят азарт и блеф, а все вопросы решаются посредством игр. Именно сюда, как и положено, залетает переведенный ученик, мигом одолев местную императрицу. Но несмотря на то, что он весь из себя такой уверенный, мудрый и агрессивный, на деле это лишь ширма, а сам парень просто лжец. Дата релиза и прочие подробности обещают позже. А на этом у нас все. Хотя нет, не все. Маленький бонус о том, что бывает, когда решаешь поменять сюжет. Кто проживает на дне океана? Якусоку, но не Верлан. А с вами был Tough Project. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ведь чем больше их будет, тем быстрее выйдет новое видео. Серьезно, не шутим, сценарий уже готов. Клянусь честным словом.